Огромный кит преградил путь кораблю и начал бить хвостом. Когда капитан спустил камеру под воду, он все понял. Капитан рыболовецкого судна Андрей вышел в Охотское море ранним утром. Такие рейсы у него были сотни раз. Проверенный маршрут, спокойная команда, привычный шум двигателя. Погода выдалась редкой удачей, почти штиль, вода гладкая, как стекло. Казалось, день пройдет без сюрпризов. Но ближе к полудню все изменилось. Прямо по курсу, всего в нескольких десятках метров от носа судна, из воды медленно поднялась огромная темная масса. Через секунду поверхность разорвал мощный всплеск. Перед ними оказался горбатый кит. Настолько близко, что Андрей машинально сбросил газ. «Осторожно», – пробормотал он, вглядываясь в гиганта. Обычно киты либо спокойно проплывают мимо, либо уходят на глубину. Но этот не двигался. Он завис почти неподвижно, а затем резко ударил хвостом по воде, подняв облако брызг. Андрей попытался обойти его справа. Кит тут же сместился и снова оказался прямо по курсу. «Да что с тобой не так?» – тихо сказал капитан. Он повернул в другую сторону. И снова тот же результат. Животное словно сознательно преграждало путь, подставляя свое огромное тело под нос корабля. Напряжение на борту росло. «Может, он агрессивный?» – неуверенно спросил кто-то из команды. Андрей покачал головой. «Нет, не похоже». Он заглушил двигатель. Наступила тишина, непривычная, давящая. И тогда они услышали звук. Глухой, протяжный, почти как плач. Кит издавал низкие, тянущиеся крики, от которых по коже шел холод. Он снова ударил хвостом по воде, но теперь Андрей заметил, движения были не хаотичными. Кит бил в одном и том же месте, чуть позади судна. Капитан прищурился. «Под кормой», – прошептал он. «Он показывает туда». На секунду Андрей замер, взвешивая решение. Затем резко повернулся к команде. «Камеру! Быстро!» Через пару минут подводную камеру уже опускали в воду на длинном тросе. Экран загорелся мутным зеленоватым светом. Сначала ничего, только взвесь и редкие пузырьки. «Ниже давай», – скомандовал Андрей. Камера опустилась глубже, и вдруг картинка стала четче. Андрей наклонился ближе к монитору и замер. Черт! Внизу, среди спутанных веревок, метался маленький китенок. Его тело было опутано старыми сетями, а тяжелые грузила тянули вниз. Он дергался, пытался всплыть, но не мог. Каждый рывок только сильнее затягивал петли. «Браконьеры», – тихо сказал кто-то. В этот момент все стало ясно. Огромный кит наверху – это мать. Она не нападала, не защищалась. Она просила помощи. Андрей резко выпрямился. «Ножи, багры. Работать будем быстро и аккуратно». Люди переглянулись, но никто не стал спорить. Лодку аккуратно подвели ближе. Сердце колотилось у каждого. Рядом находилось существо весом десятки тонн, один удар хвоста которого мог перевернуть судно. Но произошло неожиданное. Китиха перестала метаться. Она замерла неподалеку, лишь иногда поднимаясь, чтобы вдохнуть. И внимательно следила за каждым движением людей. «Она понимает», – прошептал один из матросов. Андрей первым спустился ближе к воде. Он зацепил сеть багром и подтянул ее. Веревки были старыми, но крепкими, покрытыми водорослями. «Держи, аккуратно», – говорил он больше себе, чем другим. Лезвие ножа с усилием вошло в натянутую веревку. Один разрез, второй. Китенок дернулся, лодка качнулась. Кто-то замер, ожидая удара. Но его не последовало. Мать оставалась неподвижной. Работа шла медленно. Сети были запутаны в несколько слоев, обвивали плавники, шею, хвост. Каждый неверный шаг мог ранить животное или спровоцировать панику. Минуты тянулись как часы. Наконец остались последние петли. «Еще чуть-чуть», – выдохнул Андрей. Он сделал последний разрез. Сеть ослабла. Китенок резко рванулся вверх. На секунду вода взорвалась всплеском, и маленькое тело вынырнуло, делая глубокий, отчаянный вдох. Все замерли. Китенок свободен. Он сделал круг, словно не веря, затем нырнул, и почти сразу рядом появилась огромная тень матери. Они коснулись друг друга и вместе начали уходить в глубину. Казалось, все закончилось, но вдруг китиха снова поднялась на поверхность. Она медленно обошла судно по кругу. Один раз, второй. Люди стояли молча. И тогда прямо напротив Андрея она поднялась выше обычного и выпустила мощный фонтан воды, который ярко вспыхнул на солнце. Это было не случайно, это было прощание. И, возможно, благодарность. Через несколько секунд океан снова стал пустым и спокойным, будто ничего не произошло.
Андрей долго смотрел в ту точку, где исчезли киты. Когда двигатель снова загудел и судно взяло курс домой, он уже знал. Этот рейс он не забудет никогда. Потому что в тот день в открытом море к нему обратились за помощью. И он понял, даже в глубинах океана есть те, кто верит в людей.